Orsi Artilia – итальянский трактор, оснащенный одноцилиндровым двухтактным нефтяным двигателем. Разработанный компанией Orsi Pietro e Figli, он выпускался с 1939 по 1956 год. Приспособленный для работы в малых и средних хозяйствах, этот трактор вобрал в себя самое лучшее из немецкой, французской и итальянской инженерной школы: простоту конструкции, тяговитый мотор и возможность работать практически на любом топливе. Друзья, всем привет! Это 32-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с трактором Orsi Artilia. Компания Orsi Pietro e Figli, что в переводе с итальянского значит Orsi Pietro и сыновья, была основана в городе Тортоне в 1881 году. Все началось с открытия небольшой кузницы, ориентированной на ремонт и изготовление сельскохозяйственных орудий, ручных инструментов и простых механических приспособлений. В течение первых десятилетий ассортимент услуг постепенно расширялся. Здесь модернизировали плуги, а также изготавливали детали для молотилок, насосов и сельхозмашин. С ростом механизации сельского хозяйства вырос и спрос на современные машины. В 1910 году компания Orsi наладила выпуск паровых машин и собственных молотилок. Семейная кузнечная мастерская постепенно стала перерастать в фабрику. Свой первый трактор компания выпустила в 1931 году. Это был Orsi 35. Он имел 32-сильный двигатель и КПП с 3 передачами вперед и 1 назад. Всего было построено 54 экземпляра. В 1933 году его сменил Orsi 35-40. Он получил увеличенную площадь радиатора, доработанную коробку передач и чуть более мощный двигатель. До 1934 было выпущено 18 машин. Далее были Orsi Super 40 и Orsi Super 50. В 1939 году, накопив достаточно опыта в тракторостроении, компания Orsi выпускает героя нашего видео трактор Artilia, что с итальянского переводится как «коготь». Orsi Artilia, как пишут источники, был легче своих предшественников, однако это не помешало ему набрать массу в 2800 кг. Трактор имел безрамную конструкцию, представляющую собой единый блок, в котором двигатель, коробка передач и задний мост соединялись между собой в единое целое. Передняя ось через специальную плиту крепилась прямо к корпусу двигателя. Сердцем трактора стал одноцилиндровый горизонтальный двухтактный двигатель рабочим объемом 7,2 литра мощностью 35 лошадиных сил. Номинальные обороты 750 в минуту. Диаметр цилиндра 200 мм. Ход поршня 230 мм. В итальянской литературе тип двигателя обозначен как тестакальдо, что в зависимости от написания переводится как «горячая голова» или «вспыльчивый». В англоязычных источниках этот тип двигателя называется hot bulb. В русском языке подобный двигатель известен как нефтяной двигатель или двигатель с калильной головкой. Это тип двигателя внутреннего сгорания, в котором воспламенение топлива происходит внутри специальной камеры от контакта с ее раскаленной металлической поверхностью. Соответственно, запуск такого двигателя – это целый ритуал. Для начала нужно было нагреть камеру сгорания до температуры 250-300 градусов. Делали это с помощью паяльной лампы или факела. После прогрева калильной головки механизатор вращал маховик. Для вращения маховика в качестве рукоятки использовалось рулевое колесо. Во время такта сжатия в двигателе сжимался только воздух, как на дизеле. Однако эти двигатели имели низкую степень сжатия, поэтому воздух внутри цилиндра во время сжатия не мог прогреться до температуры, достаточной для испарения и воспламенения топлива. На помощь приходила калильная головка. Топливо впрыскивалось в специальную камеру, где оно соприкасалось с ее разогретыми стенками, испарялось и воспламенялось. Так начинался рабочий ход. Газы, расширяясь, толкали поршень в нижнюю мертвую точку, совершая полезную работу. В это время через продувочные окна в надпоршневую часть двигателя поступал свежий воздух. После выпуска отработавших газов цикл повторялся. Температура калильной головки во время работы двигателя поддерживалась за счет сгорания топлива. После запуска двигателя рулевое колесо возвращалось на место.
Двигатель Артилья имел жидкостную систему охлаждения открытого типа. В передней части трактора располагались радиатор и вентилятор. Вентилятор приводился в действие от двигателя через ременную передачу. Водяного насоса не было. Циркуляция охлаждающей жидкости была естественной, то есть термосифонная. Нагретая двигателем вода поднималась вверх и двигалась к радиатору, охлаждалась и через обратку возвращалась в мотор. Основным топливом для трактора были керосин и тяжелые фракции нефтепродуктов. В итальянских источниках пишут про олео пезанто, газолео агриколо и петролео, что переводится соответственно как тяжелая нефть, сельскохозяйственное дизельное топливо и сырая нефть. Кроме того, конструкция калильных моторов позволяла использовать и дизельное топливо, однако оно было более дорогим и менее доступным. Объем топливного бака составлял 60 литров. При номинальной нагрузке Орси Артилья расходовал примерно 8-10 литров топлива в час. На легких работах часовой расход топлива мог снижаться до 6-7 литров в час, что делало трактор экономичным и привлекательным для небольших фермерских хозяйств. Трактор имел 3 передачи вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения 12-15 км в час. Этого хватало как для транспортных, так и для полевых работ. Минимальный радиус поворота около 4 метров. Орсио Артильо был предназначен для работы с прицепными сельскохозяйственными орудиями, рабочие органы которых поднимались вручную. Для привода стационарных машин сбоку на двигатель мог устанавливаться шкив отбора мощности. Электрооборудование ограничивалось простейшим магнето и фарами для работы в темное время суток. Устанавливалось опционально. Электростартер отсутствовал. Запуск производился исключительно вручную. Орси Артилья применялся на вспашке, культивации, закрытии влаги, посевных работах, уборке урожая и транспортировке грузов. Однако Орси Артилья массовым не стал. Такие компании, как Ландиня с трактором Велита и Fiat с трактором Fiat 700 имели развитые дилерские сети и продавались гораздо лучше. Компанию на рынке им составляли итальянский Bubba Arietta, немецкий Lanz Bulldog D и французский Vierzon H1. Орси Пьетро и Фильи – это региональное малое предприятие, не имевшее ни сильной производственной базы, ни развитой сети дилеров и запчастей. Конкурировать с большими компаниями было тяжело. Первый Орси Артилья вышел в 1939 году, накануне Второй мировой войны, а последний в 1956. И за этот период было выпущено всего около 500 экземпляров. Параллельно, конечно, компания выпускала и другие модели – Орси Super RV, Орси Argo, Орси Anteo и другие, но о них в следующих видео. Несмотря на небольшую по современным меркам серию, Артилья все же нашел своего покупателя. Это были небольшие фермерские хозяйства, для которых подобный трактор зачастую становился первым механизированным средством, заменявшим лошадей. Применение тракторов позволяло увеличить производительность труда, снизить затраты на содержание тягловых животных и высвободить земли, ранее используемые для пастбищ. В 1953 году Орси Артилья получил усиленную трансмиссию и улучшенную систему охлаждения. Данная модификация получила название Артилья 4. Количество экземпляров неизвестно. В этом же году была представлена модификация Артильо C53. Эта машина предназначалась специально для работы в виноградниках и садах. Ее отличительными особенностями были уменьшенная колея, пониженный центр тяжести и специальные узкие колеса. После 1956 года компания Орси переключилась на производство дизельных тракторов. Это решение было логично. Тракторы с калильными двигателями устарели окончательно. На рынке Италии и Европы популярность набирали именно дизельные агрегаты. Нередко под такими видео встречаются комментарии, что вот, мол, они там на своих нефтяных моторах ездили до середины 50-х, а у нас в 30-х уже вовсю были дизели. Но разгадка кроется в том, что дизели были и там, и там. Просто в Европе рынок техники ориентировался на частный сектор. Каждый фермер сам выбирал, что ему выгоднее по запчастям, сервису, топливу и надежности. И, конечно, всеядные неубиваемые моторы в этом смысле выигрывали. Реальный массовый спрос на дизели возник лишь тогда, когда появились доступные и надежные моторы малого и среднего класса.
Что же касается Орси Пьетро и Фильи, на дизельные двигатели они перешли слишком поздно. Крупные производители сельхозтехники ушли далеко вперед. В попытке догнать рынок компания заключила контракт с Ханемак. В рамках контракта планировалась закупка дизельных моторов, использование технической документации и совместное продвижение техники. Однако у Ханемак в эти годы дела были не лучше. В начале 1960-х Ханемак решает продать тракторное подразделение немецкой компании Deutz AG и перестает выполнять партнерские обязательства. В результате Орси остались без двигателей и технической поддержки. 2 июля 1964 года компания Орси Пьетро и Фильи прекратила свою деятельность. Завод был распродан, сотрудники разошлись по другим компаниям. Орси конкуренцию проиграл. Сегодня Орси Артилья можно встретить в музеях, частных коллекциях и теперь вот на моем канале. А на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!